Всем привет! Сегодня у нас тема «Как сохранить отношения» или «Как не жалеть в будущем о том, что вы расстались с партнером», да, «Как спасти брак». То есть сегодня я расскажу максимально много информации о том, что можно сделать, чтобы наладить контакт с партнером. Меня зовут Зайцева Анна, я являюсь магистром по клинической психологии, также КПТ-специалистом и онкопсихологом. Итак, что же мы сегодня вообще будем обсуждать? Первое, я расскажу о 5 пунктах, 5 важных пунктов, которые вам помогут сохранить отношения. То есть если у вас будет эта информация, это гарантированно поможет вам улучшить отношения с вашим партнером или мужем или женой. И второй блок в этом видео будет посвящен конкретным упражнениям. То есть я прям дам раз, два, три, четыре, пять упражнений, которые нужно сделать с партнером, если вы перешли в фазу кризиса. Все, скорее всего, из вас, кто смотрит это видео, проходили в отношениях такой период или вступали в этот период неоднократно, период кризиса, когда постоянно ругаешься с партнером, есть какие-то претензии, не хочется близости. После каждой ссоры ты думаешь, что все, я уже так не могу, я хочу расстаться, кажется, лучше уже не будет. И в этот момент очень важно осознавать, о чем мы вообще ругаемся. Вот, то есть идет момент ссоры, да, у вас, вы вдвоем стоите, орете, может быть, даже кидаетесь друг друга чем-то. Нужно прям кому-то из партнеров включить голову и спросить, а какая цель? К чему мы хотим привести сейчас вот эту ссору, да? Потому что иногда ссора вообще без цели, иногда это просто проекция травм наших, ну, с партнером или только партнера, и он нас провоцирует впоследствии. И нужно осознать, что, ну, типа, а зачем мы вообще это делаем? Какая цель? И когда у вас появится конечная цель, вам проще будет решить вопрос этой ругани. И так вот, первый пункт, который нужно сделать, это вообще научиться писать ручкой. О чем речь? То есть вы берете, я рекомендую, я так делаю с партнером, мы берем лист большой такой А3, и когда мы ругаемся, понимаем, что мы не можем решить конфликт, там, не знаю, больше 10-15 минут, и эмоции продолжают накипать, расти, и желание просто уже послать партнера нахрен, мы берем либо сразу, либо чуть попозже, когда эмоции остынут, вот этот лист А3, ручку, и начинаем писать, во-первых, цель. Что мы хотим получить вообще в результате этой ссоры. А затем, ну, есть разные техники, но чаще всего мы делим лист на 2 столбика, и в каждом из столбиков прописываем свои обиды. Как только ты начинаешь писать свои личные обиды, ты понимаешь, что это исключительно твои ожидания о том, как должен был себя повести партнер, почему он тебя разочаровал своим поведением и так далее. Вот. И когда мы выписали эти обиды, мы идем и обсуждаем их друг с другом. То есть каждый проговаривает обиду, что он ожидал, как бы ему было комфортно, чтобы партнер себя повел в той или иной ситуации. Таким образом, вы начинаете лучше узнавать друг друга, и в похожей ситуации в будущем вы уже не будете реагировать так или иначе, потому что ваш партнер донесет до вас информацию, что там вам так некомфортно или партнеру это цепляет. Например, на опыте наших отношений, моих личных отношений текущих, меня очень, я буду говорить за себя, меня очень спасает фраза, когда мне говорят в конце ссоры, когда мы уже все проговорим, что я не хотел, я не делал этого специально, чтобы обидеть тебя. Поскольку, исходя из моего детства, мне кажется, что меня хотят специально вывести из себя, специально обидеть. То есть я вообще в момент ссоры из-за эмоций не понимаю, что партнер это делает из своих каких-то личных побуждений. Я к этому не имею никакого отношения. Вот, поэтому, когда мне говорят эту фразу, для меня это некая нормализация, и я в целом дальше могу нормально функционировать и разговаривать. Но чтобы к этому прийти, мы очень много истратили листочков А3, вот, в которых узнавали наши реакции в ссорах. Второй пункт – это, конечно же, работать над собой. Работать, скорее всего, с психологом, потому что у вас у всех есть свой личный опыт, вы все вступили в отношения с каким-то прям вот багажом. Багаж детства, багаж прошлых отношений или браков, багаж детских травм, багаж взрослых травм. И это все тянется вместе с вами в ваши отношения. Так или иначе, чем будете проработаннее вы, тем качественнее будут ваши отношения и ваш диалог с партнером. Поэтому, конечно, для улучшения отношений я рекомендую работать над собой.
Также, когда у вас есть свой психолог, вам гораздо проще решить вопрос. Вот очень часто в отношениях, особенно долгих, возникает вопрос, уйти или остаться. Особенно вот после кризиса или сложной какой-то ссоры у людей с избегающим типом привязанности может прям фонить очень сильно этот вопрос. Мне уйти или остаться? Вообще есть ли шанс у этих отношений? И этот вопрос вы тоже можете проработать с психологом, ну или постараться самостоятельно ответить себе на вопрос, а я что вообще хочу, вот ожидаю, да, когда я уйду из отношений, что я получу, уйдя из отношений, чего мне сейчас не хватает в отношениях, или что партнер не делает такого, что мне бы создало там, комфортные условия в этих отношениях, почему я хочу вообще выйти из них. Чаще всего вопрос не в отношениях, чаще всего вопрос в нерешенном внутреннем конфликте внутри вас. Поэтому если вы просто уходите из отношений и вступаете в новые, чаще всего, опять же, не всегда, но ситуация через года повторяется. Третий пункт – это осознанное отдаление от партнера. О чем я вообще говорю, да, про отдаление? Слово такое и кажется что-то странным, ведь мы в отношениях должны сближаться, а не отдаляться. Так вот, есть такой прекрасный закон Вебера-Фехнера. Я здесь оставлю картиночки. Вот на первой картиночке мы видим 2 стакана кофе. Например, в первом кофе нет сахара, а во второй кофе добавили 1 сахарок. Вы очень быстро заметите разницу, потому что по закону Вебера при небольших значениях стимула дифференциальный порог будет меньше. То есть вот этот дифференциальный порог – это сколько нужно вот этих сахарков, чтобы вы ощутили разницу. Чем меньше стимул, то бишь сахарок, тем меньше дифференциальный порог. Но если следующие чашечки кофе, в первой чашке кофе будет 100 сахарков, а во второй чашке кофе будет 101 сахарок, вы не заметите, скорее всего, разницу, потому что вы будете уже пренасыщены, да, вот эти 100 сахарков дадут пренасыщенность, и в моменте, когда вы будете пробовать 101 сахарок, вы не заметите никакой разницы. Нужен больший дифференциальный порог, то есть больше стимулов 100 сахарков, больше дифференциальный порог. Не знаю, как минимум еще 100 добавить сахарков, чтобы вы ощутили разницу между двумя этими чашками. То же самое происходит в отношениях. Одно дело, вы в начале отношений провели выходные вместе, да, как где кофе с 0 сахарков, у вас нет друг дружки, да, у друг дружки, и после этого, хоп, добавили 1 сахарок в виде совместных выходных, совместного отпуска или путешествия, или похода в кино, или на оперу. Вы ощутили разницу, вы ощутили прилив гормонов, радости и так далее. Но что происходит, если вы живете вместе, то есть у вас уже в чашке есть 100 сахарков, что происходит? Если вы сходили в кинотеатр, в кино, не знаю, сделали что-то совместное, вы не ощутили особой разницы, потому что это всего лишь 1 сахарок. И дифференциальный порог должен быть гораздо выше. То есть либо нужно повышать постоянно градус напряжения, так сказать, в свиданиях, да, не знаю, следующий это полет на вертолете и так далее, либо нужно немножко отдаляться. И это вообще нормально в отношениях, иметь личное пространство, возможность подумать о себе, заняться своими целями, иметь свое личное пространство, чтобы в случае, когда отношения закончатся, или если они закончатся, партнер может даже умереть, это не обязательно должно быть расставание, вы не потеряли опору внутри себя. Это очень важно. Ну и конечно, если вы будете есть, к примеру, каждый день один и тот же суп, который вы очень любите, он вам через неделю, наверное, уже надоест. То же самое с партнером. Это совершенно нормально, потому что нам всем нужно чувство новизны. Как с едой, так и с людьми, и это совершенно нормально. Если у вас будут какие-то периоды, где вы, не знаю, один или одна уехали к родственникам или в совместное путешествие с друзьями, вы тем самым будете делать только лучше и самим себе, и вашим отношениям. 4-й пункт, как я считаю, один из самых важных, это развиваться как личность. Ставить цели, иметь какую-то миссию, узнавать что-то новое, читать новые книги, развиваться в своей сфере или менять профессию, если есть такая потребность и желание. Быть интересной личностью в первую очередь для самого себя или самой себя. Поскольку партнер, вы когда начинаете встречаться, так или иначе клюет, так сказать, на вас какого-то интересного, красивого, сексуального и так далее. И если через какое-то прошествие времени вы изменитесь в худшую сторону, конечно, качество ваших отношений, скорее всего, будет меняться. Так или иначе, наверное, мы все выбираем партнера немного по расчету, так сказать.
в хорошем смысле, то есть мы хотим, чтобы нам был этот человек интересен, мы хотим искренне гордиться этим человеком. И в первую очередь нужно начинать с самого себя. Вот есть очень много людей, которые зацикливаются на том, что их партнер недостаточно развивается духовно, недостаточно развивается психологически, недостаточно в карьере себя реализовал. И эта проблема на самом деле, может быть, она так и есть, но очень часто так случается, что проблема внутри самого человека, что он себе не позволяет как-то развиваться, как-то улучшаться, и проецирует все это на своего партнера. А партнер может быть вполне себе успешен, красив, реализован, интересен и так далее. Вот. Но бывают реально случаи, когда один партнер остался в той роли, в той позиции, в которой был в самом начале отношений, а второй партнер действительно ушел далеко, поменял сферу деятельности, реализовал свой бизнес, начал зарабатывать там в 4-5 раз больше. И тогда, конечно, ему уже не настолько интересно сидеть вечерами, рассказывая о своей интересной жизни партнеру и услышать от другого, что тот все так же работает с 9 до 6, и в целом в жизни ему ничего не интересно, кроме компьютерных игр. Вот, такие отношения, к сожалению, часто заканчиваются по очень объективным причинам. Но в первую очередь нужно запомнить, что 4-й пункт – это про развитие самого себя. Поскольку, когда отношения или если они заканчиваются, там, умирает партнер или кто-то влюбился, такое случается, это совершенно нормально. У вас не теряется опора внутри себя. У вас есть свои цели, у вас есть свой план на жизнь, вам есть чем заняться. Ваша жизнь не вертится вокруг вашего партнера. И на самом деле такие отношения наиболее успешны. Вот может показаться, эти люди так отдальны друг к дружке, наверное, они недолго протянут. Нет, скорее всего, они будут очень долгое время интересны друг другу, и им будет вместе классно, весело, они все так же будут зажигать друг друга какими-то гормонами, радовать, поддерживать сексуальные отношения и так далее. 5-й пункт – это общие цели. Это, я считаю, самый важный пункт в критерии успешности отношений. Наверное, это не обязательно должно быть, но так или иначе, рано или поздно гормоны радости, которые были во время влюбленности, начнут медленно снижаться. И тот интерес, который был изначально, может медленно снижаться. Поэтому, чтобы его поддерживать, чтобы на чем-то какая-то опора у вас была, да, во время ссоры даже, иначе вы будете ругаться и думать, а зачем мне вообще эти отношения? Я как бы трачу там свое время на какую-то ругань, и в целом это только отжирает мой энергетический ресурс, да, мою энергию, мое время, и после ссоры я еще хожу там 3 дня недовольно, уставшая, не могу ничего делать. Поэтому общие цели, они так или иначе вас будут сближать, потому что даже во время ссоры вы будете понимать, на чем как бы основа ваших отношений. Общие цели могут быть разные. Это может быть и общий бизнес, где, например, один выполняет роль продюсера, второй выполняет роль артиста. Наши прекрасные Цыгановы, которые не так давно выступили у Дудя, очень много говорят за время интервью, что у них на самом деле очень много психологических проблем, но при этом они остаются вместе. У них есть какая-то там внутренняя общая цель, у них есть общие ценности, вера в Бога, вера в Россию, и вот они на этом как бы держатся. То есть, скорее всего, сложно им будет найти человека, там, который подходит им и внешне, и в каком-то сексуальном плане, и еще в каком-то политическом и так далее, чтобы они смогли там продолжить свой путь, тем более они уже не так молоды. При этом хочу заметить, что у них нет ребенка, но они все еще вместе уже несколько, там, 15 или 20 лет. Вот, это может быть общей целью, да, это общий бизнес. Там, люди делают какие-то общие курсы, благотворительные фонды, совместные выступления. Это очень сближает, потому что у вас всегда есть о чем поговорить, всегда вы вдохновлены какими-то идеями общими. Конечно, это, безусловно, может держать отношения очень долго, если не всегда. Второе – это, конечно же, дети. Но нужно понимать, например, нарожали вы там 4-5 детей, рано или поздно дети вырастут. Рано или поздно вы начнете задумываться, что есть еще у нас, помимо детей, на чем наши отношения держатся, есть ли там какой-то интерес другой. Поэтому дети, наверное, это должен быть какой-то приятный бонус к общим целям, нежели единственной целью. Потому что действительно вы рано или поздно вырастите ваших детей, отправите их из дома куда-нибудь там подальше на учебу и останетесь вдвоем.
и уже вопрос, сможете ли вы продержаться или нет. Ну, и такие штуки, как ребенок, который объединяет семью, они тоже плохи, потому что если отношения между партнерами очень плохие, это так или иначе будет считываться ребенком, он все будет невербалику считывать, и это может нанести очень большую травму психическую ребенку. Ну и получается, если резюмировать все эти 5 пунктов, если вы работаете над собой, любите себя, интересны самой себе, знаете лучше партнера через ваши ссоры, да, прошедшие, то по истечению 10 лет, плюс еще имеете общие цели, навряд ли кто-то из вас захочет даже просто рисковать выходом из отношений или изменой, потому что вы будете понимать, насколько ценны ваши отношения. Вам будет проще и легче, и, конечно же, лучше для вас и партнера решить какой-то кризис, конфликт внутри вашей системы, где вы получили родного, близкого человека с полным доверием, то есть это прям ваша семья, ваш дом, нежели на стороне, там, не знаю, погулять недельку и остаться ни с чем, да, потому что выстраивание доверительных, близких отношений – это все равно вопрос многих лет. Это не вопрос того, что вы здесь и сейчас стали самым лучшим во время влюбленности, и так оно будет всегда. Нет. Те пары, которые очень долгое время, всегда проходят через кризисы. Каждый человек проходит через свои личные кризисы, отношения проходят через кризисы. Это касается не только отношений между партнерами, это отношения на работе проходят через кризисы, работодатель, сотрудник, отношения между друзьями проходят кризисы или не проходят. Вот, поэтому это совершенно нормально. Главное знать, как в этом кризисе действовать. Ну и те самые 6 упражнений, это вторая часть нашего видео, которые я подготовила для вас, которые вот можно использовать здесь и сейчас, не разбираться во всяких там проблемах, не писать душные листики, письмеца друг другу, а просто вот если вам прямо сейчас вы хотите что-то изменить в ваших отношениях, вы можете брать эти упражнения, исходя из своего контекста. Какое вам будет более подходящим. Первое упражнение – это упражнение от семейного психолога. Я была у этого семейного психолога в предыдущих отношениях. Мне очень понравилось, я как раз поделюсь своим опытом, вообще что там было. Нужно придумать метафору на партнера, и партнер должен придумать на вас метафору, чтобы вы лучше поняли, как он бессознательно, и вы бессознательно, как воспринимаете партнера. И затем придумать метафору на ваши отношения. Ну, вместе вообще рекомендуют семейные психологи. Вот в моем случае, в прошлых отношениях, это мы уже близились к окончанию отношений, хотя было сделано предложение, и вот вроде бы как хотели все исправить. И я сказала такую метафору, что мой партнер – это огромное растущее растение в горшке. Ну, вот такая вот метафора у меня родилась. Вот, он ходил на работу, сидел дома и не хотел там ни путешествовать, ничего ему было неинтересно. А на меня метафора была от партнера, что я поезд, несущийся бронепоезд, который все сшибает на своем пути и не имеет вообще тормозов. Я на тот момент и работала в найме в IT, очень хорошо зарабатывать начала, и постоянно куда-то хотела путешествовать, вытаскивала нас. И еще при этом с 7 вечера до 10 я училась очно в университете на магистратуре. И, конечно, в его глазах я выглядела максимально странно, потому что его парадигма жизни и восприятие мира были совершенно иными. Вот, и когда мы это сказали у психолога, мы были сами в шоке, и психолог сказал, ну вот смотрите, как несущийся поезд, такой, да, который без тормозов, может вообще существовать с цветком. Либо этот поезд будет вести в себе цветок, ну, то есть, а нужен ли поезду лишний груз, так сказать, ну вот, либо этот поезд просто сшибет нафиг этот цветок, который будет стоять у него на пути. Вот. И дальше нужно было придумать метафору на наши отношения, и мне пришла в голову сразу мысль такая, что есть много островов, остров друзей, остров семьи, ну, родителей, остров работы, остров учебы, остров хобби каких-то, остров спорта, и остров есть наших отношений. И у меня есть катер, такой быстро гоняющий, и я на своем катере постоянно езжу между островами, там, то к друзьям, то еще куда-то, иногда оставаясь на подольше на нашем острове. Но в целом мой остров, он ничем особо не отличался от других островов. Я не видела в нем какого-то, так сказать, причала и так далее. Вот. На что мой тогда бывший молодой человек сказал, что интересно, а как ты думаешь, сам остров
ну, который остров отношений, он же должен как-то существовать, кто-то должен за ним ухаживать. И это было тоже для меня инсайтом, что я должна воспринимать все-таки остров отношений, ну, более как бы другим, чем остальные островка. Потому что если я постоянно гоняю по островам, то, конечно, мой остров может просто зарасти травой, порасти там, не знаю, и так далее. Вот, и за ним должен кто-то ухаживать. А на тот момент, видимо, это был в глазах бывшего молодого человека он. Вот, ну, собственно, после этого упражнения и похода к семейному психологу очень быстро наши отношения рассыпались, потому что все бессознательное вышло в виде этих метафор, и как-то решить нам эту проблему не удалось. Вот, поэтому рекомендую эту метафору. Я думаю, что она может вам просто даже открыть глаза на то, как вы смотрите на вашего партнера, как вы его воспринимаете, и как он вас воспринимает, и можете ли вы что-то поменять в этом восприятии. Это не всегда, что типа вот вы сказали вот такая метафора, и все. Это только такое восприятие теперь у вас будет. Нет, это все меняется. Второе упражнение – это узнать про языки любви. Это супер банальная история, вы наверняка это уже 100-500 раз слышали, но я не могу пройти мимо этого, поскольку это действительно приносит некое такое качество в отношения в виде восприятия и даже тех же самых подарков, да, то есть то, как мы проявляем нашу любовь. Есть такая книга, называется она «5 языков любви». Она будет здесь. Написал ее Гэри Чепмен. Вот, в ней описаны, это не все языки любви, ну, такие 5 ключевых, и Гэри говорит о том, что на самом деле у каждого свой язык любви, но я считаю так, что все эти 5 языков любви, они есть у каждого. Вопрос просто того, в какой последовательности они расположены. И вот когда вы узнаете, да, какой язык любви у вас, какой язык любви у партнера, вам станет проще выражать любовь и проще доносить до партнера, а что такое для вас вообще любовь, ну, то есть как вы ее чувствуете, потому что если вы уверены, что прикосновение – это любовь для вас, и вы будете давать это партнеру, для которого любовь – это подарки, это внимание, это слова поощрения, комплименты, навряд ли ваш партнер будет рад. Он будет думать, блин, меня не любят, мне же не дарят подарки. А ваш партнер будет уверен, да как же так, я же его постоянно обнимаю, глажу, целую и так далее. Как это я не люблю? Поэтому это очень важный момент, который можно решить без психолога. Психолог так или иначе все равно будет докапываться и разъяснять, что же такое языки любви. Третье, очень интересное упражнение – это, знаете, когда вообще кажется, что потеряна близость и уже не совсем понятно, хочу ли я партнера, что у нас в сексе, как-то все поугасло. Есть такое упражнение, вот, 3 дня не заниматься сексом и только голыми на ночь трогать друг друга. Например, 5-10 минут. Прям засекайте таймер. Это будет очень сложно. Это про принятие партнера таким, какой он есть. Это про принятие себя и своего тела, потому что не все умеют себя любить и принимать, и очень много потом идет проблем в сексе у партнеров именно из-за этого. Но влюбленности это как-то еще держится нормально, гормоны спадают, человек начинает стесняться, секс все меньше и меньше ему интересен, потому что он не хочет раздеваться, и так или иначе секс начинает спадать. Поэтому вот это упражнение, оно про такое доверие, открытость, уязвимость. Вы все-таки голый, вас там двое, вас еще и трогают, но без секса, без каких-либо даже заигрываний, просто вот держаться в руках, так сказать. И посмотрите, попробуйте после каждого, ну, то есть 3 дня делайте, после каждого упражнения, каждый день садитесь и обсуждаете, что вы чувствовали, что вы думали в этот момент. Возможно, и вас это раскроет, и партнера, и поможет вам еще больше сблизиться. Вот, это был 3-й пункт. 4-й пункт. 4-й пункт – это тоже такое удивительное упражнение – омовение ног. Это из индийской культуры взято, тоже очень классно работает, на собственном примере знаю, где нужно накупить каких-то масел вкусных, например, ваниль, пачули, на ваш вкус мята, взять тазик, налить туда водички теплой с пенкой, добавить масел, купить масло для массажа и меняться, делать это где-то неделю, вообще периодически возвращаясь к этому упражнению. Вот, то есть меняться ролями, то партнер
делает вам массаж и омовение ног, то вы делаете партнеру массаж и омовение ног. В этот момент очень важно не разговаривать, очень важно смотреть друг другу в глаза, чтобы был зрительный контакт. И тогда ваши отношения тоже будут выходить на новый уровень. Опять же, не все пары смогут пройти это упражнение, поскольку если у вас там все очень сильно запущено, возможно, кто-то из партнеров просто даже не согласится на то, чтобы омывать кому-то ноги. И это тоже будет большим сигналом к тому, а нужны ли вообще вам эти отношения. Вот. И нужно сначала омыть ноги, смотреть в глаза партнеру. Ну, то есть вы понимаете, да, тот, кто омывает ноги, находится в очень уязвимой нижней позиции. Он стоит на коленях, моет ноги другому, потом делает массаж и смотрит в глаза. Кажется, для кого-то это будет достаточно унизительным, но по факту унизительного в этом ничего нет. Это о том, насколько вы принимаете партнера, насколько вы готовы сделать ему приятное, насколько вы готовы отдать себя ему, при этом не потеряв себя. Вот тоже интересно потом обсудите с партнером, а что вы чувствовали, что вы думали в этот момент, вообще, как у вас это отзывалось в теле, хотелось ли вам сбежать, и если хотелось, то почему. Вот. И то же самое важно, чтобы как бы проанализировал со своей стороны партнер, которому омывали ноги, потому что очень часто люди, которым омывают ноги, чувствуют стыд, и надо поисследовать, что за этим стыдом стоит. Вот, стыд и некомфортность. Хотя, ну, казалось бы, ну, понаслаждайся ты там 10-20 минут омовением и массажем. А вот не получается. Поэтому это упражнение очень-очень-очень сближает, но только те пары, которые могут сблизиться. Те, кто уже, знаете, вот на грани, то есть держит их что-то совершенно не про любовь, скорее всего, даже на одном только предложении провести омовение ног уже будет скандал. Вот. 5 пункт – это делать что-то совместное, интересное, новое вместе, формировать новые нейронные связи. Вы даже можете составить свой список того, что бы вы хотели, какие-то там совместные цели, путешествия. Вот у нас, например, там, это моя инициатива, правда, была поездка в Антарктиду или там поездка на Бора-Бора к свинюшкам, к Голубому океану. Вот, поэтому у вас может быть такой список, вот, и вы можете его реализовывать. Смотрите, в чем история. Когда вы начинаете отношения на этапе влюбленности, вы же делаете что-то новое. Вы хотите искренне удивить партнера, сделать ему приятное. Но затем влюбленность проходит, и вы такие, ну, можно ничего для партнера не делать. Зачем нам делать что-то новое? Мы пойдем в свой излюбленный ресторан на годовщину раз в год. Мы, значит, закажем домой пиццы, и будет нам счастье. Счастья вам таким образом, конечно же, не будет. Рано или поздно вы захотите пойти на сторону, потому что ваш мозг знает, что сейчас новые отношения, будет новизна, будет что-то интересное. Поэтому очень важно создавать эту новизну в отношениях, вдвоем делать сюрпризы, придумывать что-то новое, узнавать, что хочется партнеру, что ему вообще интересно, чем бы он хотел с вами заняться. Потому что после таких мероприятий до этого вы готовитесь, во время этого вы получаете совместные эмоции, нейронные связи, после этого вы анализируете, и вам есть о чем поговорить. Но не красота ли? Ну и 6 пункт – это анализ вашей влюбленности, вашего периода, когда вы были влюблены в друг друженьку, вот прям безудержно, и было вам очень классно, весело, и обожествляли вы вашего партнера. Этот период нужно проанализировать, чтобы понять, что вас окружало, где вы были, какие были факторы, что было в партнере такого, что вас привлекало, и что было в вас, что привлекало партнера к вам. Это все нужно проанализировать и запомнить. Например, как это было там у нас в текущих отношениях. Старт был постоянными путешествиями, постоянными переездами, новыми впечатлениями, новыми там ресторанами, какими-то эмоциональными событиями, встречами. И как только это начинает уходить, нам становится немножечко скучно, хотя у каждого своя интересная жизнь. И мы очень быстро придумываем себе какое-то развлечение, не знаю, поход в горы, поездка куда-то на выходные, и таким образом возвращаем самих себя в то состояние, когда был период влюбленности. И возвращаются эти эмоции, представляете, нейронные-то связи все помнят. Вот, поэтому проанализируйте, что было,
что вам давало эти эмоции, что вас вообще подталкивало к этой влюбленности, и используйте это как формулу. У вас точно есть этот шаблон. А если в начале у вас ничего не было, вас ничего не привлекало, и была только какая-то, ну, так сказать, финансовая составляющая, ну, то есть это не про любовь, это про какую-то вашу личную боль, проблему, и у вас не было влюбленности, то, к сожалению, такие отношения супер сложные, наверное, даже невозможно чаще всего спасти, поскольку держаться им не на чем. Вот, только если это не какой-то брак по расчету. Наверное, прям самое ключевое и важное из всего этого, что мне хочется сказать, это общие цели. Вот когда у вас будут общие цели, как и в жизни, вот у вас есть цель, и вы к ней идете. Плохо вам, хорошо ли вам, вы все равно будете делать свое маленькое дело, свои маленькие задачи, чтобы достичь этой цели. То же самое и в отношениях. У вас будет больше мотивации к тому, чтобы помириться, к тому, чтобы найти контакт, к тому, чтобы продолжать исполнять вашу общую цель. Вот. Всем любви, добра, мира и мирного неба над головой. Подписывайся на канал, ставь лайки. Спасибо тебе за просмотр.